Здравствуйте, зритель канала. У нас Honda Dio 34. В чем проблема? Компрессия нормальная. Почему-то холостые нормально не держат и заводится плохо. Особенно вот сейчас прохладно стало. Хуже стало заводиться. Подозреваем, что сальник с этой стороны. Потому что с той стороны мы проверили, даже ради все-таки успокоения души поменяли даже сальник. Думаем, что здесь сальник. Но проблема в том, что здесь были очумелые ручки каких-то ребят или товарищей, я не знаю. Вот здесь у нас убитая резьба. То есть, соответственно, съемник, который мы демонстрируем постоянно, использовать невозможно. Но мы вспомнили, что с чего мы начинали, с какого съемника изначально. То есть он давно лежит без дела, тот надежнее, лучше. То есть как бы пользуемся все время тем. А сейчас будем использовать вот такой вот съемник, который можно сделать в любом гараже, на коленке. Итак, пластина, болт, сюда гайка варена и болт. Ну, подходящей резьбы, конечно. Дальше сверлим отверстие. Отверстие. Вот. Болты будем заворачивать в эти места, куда крыльчатка заворачивается. То есть других вариантов просто снять я не вижу. Пробовали завернуть, никак не получается. Сюда. И вот будем использовать этот вариант. Я здесь, кстати, еще вот все свои годы еще сверлил вот 3 болта, по-моему, на сепию. Там на 3 болтах крутится, или на джоге генератору. То есть вот как бы я делал и под эту, и под эту. Ну что ж, сейчас сначала отвернем гайку. Тут еще деятели вдобавок еще отломили вот здесь вот все. Видать, пытались тоже отвернуть, я не знаю, гайку или что они тут делали. Вот, покажи. Обломан здесь вот кусок картера. Походу сломали болт, там пробовали туда болт завернуть. Ты видишь, нет? Да. Здесь, там внутри болт. Теперь, значит, упростили нам задачу. Здесь вот в это место, где болт, мы упрем напильник, чтобы отвернуть генератор. То есть, вот можно использовать даже напильник. Так, берем. Вот это упираем, выступ у нас. Подожди, я поменяю эту локацию. Поменяй. Видно, да? Так, ну теперь мы отвернем. Думаю, наверное, ты мне должен помочь. Нет, получилось самого. Гайку мы отвернули. Теперь наша задача. Берем 4 одинаковых болта. То есть в этом съемнике размечаем вот так же, чтобы было через центр проходили диагонали. То есть вот как на генераторе. Кстати, подскажу, что это же расстояние и на полтинниках, и, по-моему, даже на 150-ках, насколько я помню. Но еще там в конце видео мы снимем. То есть полтинники точно китайские этим съемником снимались. Дальше что мы делаем? Вот эти 4 болта заворачиваем вот в эти 4 отверстия. Чтобы у нас болт вот этот был посередине, вот упирался вот в этот коленвал. Болт надо, конечно, острый, желательно, чтобы он вот сюда вот именно входил, в это отверстие. Потому что тупым болтом можем повредить вот здесь резьбу. Это уже не есть, будет хорошо. Здесь уже колхозили что-то тоже, гайка почему-то туговато, потому что заворачивается сначала. Тут уже как будто уже напильником подточили начало коленвала. Ну, в общем, пробуем наворачивать. Так, заворачиваем не глубоко. Соответственно, знаем, что там генератор. Где-то, может, оборота, не знаю, на 3, на 4 не больше. Стараемся генератор не крутить. Все болты на одинаковое количество
заворачиваем оборотов, чтобы пластина была ровно. И будем болт у нас нажимать. Так, ну что же, вот так вот мы натянули, болт завернули прилично так и попробуем включать. Не идет. Давай попробуем еще маленечко. Стараемся, чтобы не крутилось. Блин, так. Мы здесь уперли нашу пластину вот сюда, чтобы у нас не ходило вращение. То есть мы пробуем, подтягиваем, постукиваем. Минус этого съемника: если очень плотно сидит генератор, бывают такие моменты, что очень туго сидит, можно вырвать какое-то из этих вот посадочных под крыльчатку, то есть с отверстий. Придется перерезать на, соответственно, уже на 8 резьбу после шестерки. Этот минус, поэтому мы его не использовали, но в крайнем случае иногда приходится, как сейчас. Ну что ж, друзья, все у нас получилось. С характерным щелчком отщелкнулся. То есть я еще подтянул этот болт. Потихоньку тук-тук. Сильно, кстати, не молотите. Молоточек берем не тяжелый. Это для вибрации, чтобы создавать как бы удары, чтобы он как бы под нагрузку еще, соответственно, удар, чтобы он соскочил с конуса. Вот как тебе сказать. Так что молотить с дурью не надо. Так, ну, постукивать, но не сильно. Так, что еще? В общем, мы разочаровались, что как бы сальник-то здесь хороший. Если сальник бы протекал, здесь бы было все бы сыровато, то есть вот эта вся пыль была бы мокрая, потому что когда он пропускает, то есть топливо сюда выкидывается наружу, он становится влажный такой, потный, сразу же поймете, что ему хана. Так, коленвал здесь нормальный, с той стороны уже немножко болтается, это плохо тоже. В общем, будем искать дальше причину, непонятно где, но вот по этой проблеме мы рассказали, то есть вот этот съемник в принципе можно применять. Мы его благополучно использовали. Ну, единственный раз был косяк, да, у нас тогда мы сорвали один болт, выдрали. Но сильно прям очень туго был генератор. Его потом кое-как спрессовали уже тем съемником. Был такой один момент. Поэтому мы стараемся использовать тот съемник. Этот уже в таких случаях, когда вот, да, резьба здесь убита какими-то очумелыми ручками, всякими элементами, так сказать, не очень умными, руки которых растут с других мест. Ну, кто-то, когда в жизни, наверное, с 90-х годов не лазил. Только пытались, видать, снять, но ничего не получилось. Такие, друзья, дела. Вообще, самый мой нелюбимый, ну, один из самых, наверное, самый нелюбимый, наверное, думаю, какой-нибудь из японцев сепия и джок. А это уже на 3-м месте. Постоянно какие-то проблемы, непонятно, что делать, блин. С 27-й намного всегда проще, с 18-й. Как-то они легче ремонту подаются. С этими больше геморроя.
На этом пока все, наверное, в этом видео, я думаю. Найдем причину в комментах, напишем, что было. Будем сейчас искать. Смотреть лепесток, смотреть карбюратор. Но это уже смотрелось. Карбюратор попробуем другой, в принципе. Наверное, поставить. В общем, будем думать. Это у нас АФ-34, да? Угу. Нет, точнее 30. Так, 34. 35. С диском тормозным. Да, 35. Какая-то вилка интересная тут тоже, да? Ну что ж, ребята, скутер заработал. Честно сказать, я даже толком не понял, что было конкретно. В общем, что мы сделали? Генератор, там слой огромной грязи был, прям, не знаю, чуть ли не с палец. Почистили, все убрали. Проверили контакты на бобине, еще вот здесь вот отсоединили, почистили их, поставили опять назад. Но по факту там было вроде все нормально. И он заджил, начал работать. Ну, везде подтянули, все попытались. Все. Да, ну вот пару болтов подтянули на головке. Может, тоже воздух подсасывал немножко. И все. Клапан тоже смотрели. Ну, клапан смотрели до этого еще. В этот раз мы не смотрели. Ты я открывал опять. Да не, подтягивали, только еще пробовали. Все Пробовали проверяли. подтянуть. Свечу поменяли еще на кучу, да? Свеча, она просто барахлила то, что он разгазовывал. Что-то как провал какой-то был. Ну, холостые так-то были. Сразу же появились после того, как генератор почистили. Может, все встало на место после там кривых рук, которые там были. В общем, все. Зашло. Правда, вот здесь его разобрали. Начали смотреть. Шабалы вообще. Да, сразу же, до кучи сразу же смотрели. Может, головка не протянута. Думали, может, сопливится, откуда не сосется воздух из-под цилиндра. Нет, все нормально. Вроде подсоса воздуха нет. Колпак еще меняли, кстати. Колпак попробовали, да, сменили. В трубе даже швырялись, чистить пытались. Но это все до этого мы пробовали. Да, да, да. До этого все пробовали, то, что он барахлил когда. Я предполагаю, что может быть то, что генератор плохо из круга вырабатывал, то, что там это грязи был прям чуть ли не с палец слой такой прям, как будто там никто в жизни никогда не лазил, не был с 90-х годов там. В общем, все. Завтра в пластик накидываем и ищем хозяина, отдаем. Победа. Да, победа. Великая победа. Все, да? Угу.